Привет всем! Сегодня у нас котик Вилли во всей красе, а будет подробно про уток. Понаблюдаем за утками, за очень интересной компанией, которая у нас на участке живет. Будут лебеди, разумеется, голубь с голубкой и даже рыбы. А еще я поговорю на одну важную тему, которая волнует многих зрителей, которая волнует меня. Это тема рекламы. Почему она есть, как без нее обойтись, можно ли без нее обойтись, и все, что связано с этим вопросом. Итак, начинаем с котика Вилли. Вот он сидит, озирает окрестности. Котик у нас по поводу охоты совсем уже ни о чем другом не думает. Ходит, вот он, там кого-то он охотит. Есть мыши, а еще он зачем-то таскает медведок. Медведки это такие вот очень вредные существа, на вид довольно красивые, такие большие червяки, гусеницы такие огромные. Но они поедают корни полезных растений, поэтому Вилли их зачем-то таскает. Он их не душит, он вот притащит и вот. Нравятся они ему. А так вот он там. Вот мы смотрим и думаем, что он там, мышу какую-нибудь или просто. Вот видите, мы траву стрижем, но не сильно. Не в этом плане оставляем немного травы. Там люцерна есть, оставляем лебедям. Так что с этой стороны, вот если смотреть на озеро, слева у нас газона нет. Слева у нас вот такое разнотравие, скажем так. А справа, пытаемся как-то поддерживать какой-то газон. Это на самом деле не очень просто. Все прет. Химию какую-то травить не хочется. К тому же у нас и котик, лебеди и так далее. Вот. Поэтому, как-то вот какая есть, такая есть. На самом деле глаз все равно радуется. Котик явно что-то там не поймал. А вообще, по ночам, конечно, кошмар. Вот, если ночью встаешь, идешь в коридор, а у нас не выключатель, а свет включается как бы сам. Вот ты зашел, там датчик движения, свет включился. И надо очень осторожно. Потому что вот он почему-то, если мышь принесет, то начинает ее есть в коридоре. Вот, и если ты окажешься не готов морально, но ночью можно испытать некоторый шок. Я пару раз испытывал. Зрелище, конечно, кошмар-кошмар. Что поделать? Такие у них отношения в животном мире. Нет, не нашел. Ходит. Котик немного похудел. Котик скинул 400 грамм. Вот смотрите. Это у нас продолжение бесконечной истории с синим тазом. Вот. Видите, кто там из-за лодки выглядывает? То есть котик сел возле таза, возле прохода, где лебеди, выходят лебеди. Вот смотрите, там голова голубки, которая маячит и не рискует пройти. А Вилли сидит, караулит таз и караулит выход, вредничает. И вот это он проделает регулярно. Вот смотрите. Причем это продолжается довольно долго. Она там стоит, смотрит, выглядывает, а видит, что кот сидит, пройти не может, а ей обязательно надо пройти. Они недавно, нас не было в зале, они просто взяли голубь с голубкой, зашли в зал. Я анонсировал в прошлом ролике, будет про это фильм. Потом слышу, Ирина кричит, я выбегаю, а эта парочка уже посреди комнаты стоит. Я за камеру, успел немного снять. Потом их выпроводили. Так что котик, конечно, полезное дело делает. Вот видите, смотрите, там голова продолжает маячить, котик немного переместился, попил из таза, там дождевая вода.
и сидит, смотрит на меня. Вот вижу ли я его подвиг? Да, я вижу его подвиг. Вот, но ему тоже уже надоело, тоже уже сидит, осматривается. Сегодня будет продолжение альбома наших любимцев. 15-й альбом. Посмотрите, и в конце будет опять будут кадры с котиком Вилли. Все, пошел по своим делам. Сейчас посмотрим. Смотрите, засекла. Вот она засекла, все. Вот там началось движение по ту сторону лодки. Засекла, что кот ушел. Теперь будет проверять, далеко ли он ушел. Посмотрит. И начнет выдвигаться. Да, вот. Все, поплыла. Сейчас оплывает, чтобы с той стороны, с другой стороны лодки посмотреть. Попытаться увидеть кота, куда он ушел. Все. Ну вот. Видите, вот стояла. Не дергалась, не двигалась. Заметила, что кот ушел, сразу пошло движение, сразу некоторое пошло развитие. У котика была небольшая неприятность. Он с ногтем на задней лапе, у него была проблема. Ну, вот он чешется. И с ногтем, вот смотрите, он лижет, начинает лизать. То есть у него там болезненное ощущение. Ну, мы его намазывали. Ну, все прошло само собой, то есть он около 3 дней вот он так лизал. Мы думали везти к ветеринару, потом посмотрели, в общем-то, сами намазали. Так прошло, сейчас у него постепенно все это восстанавливается. Ну, где-то повредил. Бывает. Вот. Ну, его было очень жалко. Я его носил на ручках. Итак, реклама. Мне просто одна дама возмущенная так написала: я отписываюсь, зарабатывайте себе бабки на рекламе. Ну, вот так. Конечно, возмутительное письмо, возмутительный комментарий, как будто этой даме кто-то чего-то обязан. Но давайте разберем, что к чему. То есть я буду говорить про рекламу и параллельно вам обращать ваше внимание на уток. Вот. Вначале у нас было 2 утки, у нас на канале есть видео про 2 уток, как они прогуливались, семейка была. Но потом как-то вот уток стало становиться все больше и больше у нас на пирсе. И это не дети этой пары, это просто вот взрослые особи, которые, какая-то такая странная семья. Иногда их вот 3-4, доходит до 9, до 10. Ну вот сейчас смотрите, 4 штуки. Вот. Они доставляют мне неудобства тем, что они, извиняюсь, на пирс гадят. И мне приходится вот по утру, я там по утру делаю физзарядку на этом пирсе. Мне приходится смывать водой, просто я беру ведром и пирс мою. На самом деле дополнительная физподготовка, ничего страшного. Вот. Но вот эта компашка, она постоянно у нас. Они живут где-то в камышах. Итак, что такое YouTube в принципе? YouTube — это проект компании Google. Google — это частная компания. Вот YouTube — это очень дорогой проект. Это бешено дорогой проект. Вот эти миллионы роликов, и каждый день их становится на многие тысячи больше. Надо где-то хранить. То есть это огромные сервера. Все это надо, там решен вопрос перевода, консультации, работа с авторами и так далее. То есть это огромный штат. Многие тысячи людей работают на проект YouTube. То есть это дорогие технические средства, дорогие средства связи, много персонала и так далее. То есть это проект с многомиллионными, если не миллиардными затратами. И вот этот проект многие годы был для компании Google убыточным. Но компания Google сделала великолепный проект, вы все видите, пользуетесь. Это супер проект. Только последние годы он стал выходить на какую-то рентабельность. Вот как может зарабатывать YouTube? Вот единственное средство заработка для YouTube — это реклама. Но YouTube предусмотрел еще для тех, кто не хочет смотреть рекламу.
пожалуйста, вы можете заплатить, купить YouTube премиум, платную подписку, тогда она недорого стоит. Вы будете смотреть ролики без рекламы, без всего. То есть, где тут логика? Логика очень простая. YouTube должен давать какие-то деньги, должен окупать себя и давать какую-то прибыль. Иначе компания Google заниматься им не будет. Вот такого в каком-то фантастическом мире, в каком-то коммунизме нереальном, может быть, кто-то что-то и делает просто так, чтобы сделать вам хорошо. Вот в реальном мире просто так, чтобы сделать хорошо, никто ничего не делает. То есть, либо это делается на налоги, которые с вас собрали, либо это делается на какой-то бизнес-основе. В случае YouTube это реклама. YouTube продает рекламу. Вот смотрите, рыба. Это я просто вот снял. У нас рыба очень активно участвует в поедании вот этого сухого корма лебединого, поедании горошков. То есть, когда я бросаю лебеди с одной стороны, потом утки, а снизу рыба. То есть, там идет просто война, борьба за эти горошки, которые нравятся абсолютно всем. Рыба с удовольствием вот их подбирает и ест. А рыба здесь вот на мелкоте такая мелочевка. Если с другой стороны пирса, там, которая выходит к озеру, там рыба побольше. Иногда приплывают особи, ну, такие размером по полметра, ну, гигантские. Приплывут две такие гигантские рыбы, постоят. Я как-нибудь их все равно поймаю, засниму. Пока мне не удалось. Но рыбы в озере полно. Народ рыбачит. Вот как-то так. То есть, если ты не хочешь смотреть рекламу, пожалуйста, подписка платная. Вот. Но есть люди, которые вот хотят... Вы же ничего не платите за YouTube. Вот вы кнопку нажали, и вам показывают лебедей, там цветочки. Я работаю. Вот я работаю. Трачу свое время, трачу деньги на то, чтобы этот фильм сделать. YouTube, компания Google, тратит деньги на то, чтобы этот ролик где-то сохранить, чтобы его рекламировать, показывать, чтобы доводить до вас информацию про этот ролик, чтобы вы пришли и посмотрели. Вот все занимаются каким-то делом, а вы бесплатно этим пользуетесь. И единственное, что от вас требуется, это потерпеть. Вот 5 секунд, потом рекламу можно пропустить, если она не интересует. Или же посмотреть рекламу. Вот единственное, что от вас требуется. И тогда наступает какой-то реальный мир. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, уже 7 штук или 8. И там уже голова лебедя. Лебедь на ступеньках там стоит. Понимаете? И вот что надо иметь в голове, чтобы как эта дама писать? Вот вы... То есть ты ничего не платишь. Ты нажимаешь кнопку, и тебе вот все для тебя сделали. Ты сидишь, у тебя нирвана. Телевизор смотришь. И при этом еще не смейте мне рекламу вставлять. Заплати копейку YouTube премиум. Смотри без рекламы. Тоже претензии предъявляет, как будто ей кто-то что-то должен. Когда этой даме интересно, по жизни кто-то что-то давал вообще бесплатно вот так. Я очень сильно сомневаюсь. А почему-то на YouTube и должны вот так все хорошо делать. Я могу отключить рекламу. Вот смотрите, лебеди пошли кормиться, и тут же эти с пирса, они за лебедями. Повторяют, обезьяничают. Тоже компания снялась, а тут их уже 9 штук. То есть, как они размножаются, я никакой зависимости понять не могу. Их количество постоянно меняется. Смотрите, и группами выходят тоже на берег пастись, вслед за лебедями. Вот. Итак, почему я не отключаю рекламу? Я, в принципе, могу отключить рекламу. Но вот большинство, абсолютное большинство тех, кто сейчас смотрит мой канал, подписчиков, те, кому нравятся мои ролики, они пришли потому, что YouTube порекомендовал мои ролики. То есть они смотрели какой-то другой ролик, и там появилась картинка с моими там лебедями там, или котиком, и вы нажали кнопку. И попали ко мне на канал, вам понравилось, вы остались. Вот все это произошло потому, что YouTube рекомендует мои видео. Среди общего количества просмотров, по статистике, 80% просмотров приходится на рекомендованные видео. То есть абсолютное большинство просмотров ролика проходит по рекомендации YouTube. И вы, если бы не было этой рекомендации,
скорее всего, не увидели бы, не попали бы на мой канал, не были бы его зрителем и подписчиком. А почему YouTube рекомендует мои ролики? Потому что они идеально подходят для рекламы. И потому что я разрешаю встраивать рекламу в них. Если я не буду, если я запрещу встраивать рекламу в мои ролики, YouTube не будет их распространять. YouTube не будет их рекомендовать, зачем ему это? И тогда большинство из вас не видели бы того, что видят. Понимаете? То есть, это не то, что я хочу нажиться, это копейки абсолютные. Какая-то реклама, это действительно абсолютные копейки. Но это средство развития. Вот если не будет у моего канала развития, роста подписчиков, роста числа просмотров, какой мне интерес этим заниматься? Абсолютно никакого. Минута релакса, отдохните от меня. Итак, продолжаем. Лебеди щиплют травку. Вот видите, там за лебедем белые. Это гортензия. Пока она белая, но она поменяет свой цвет. Постепенно станет розовой, потом яркой, красной, потом темно-красной. Это метельчатая гортензия, очень красивая. Прошлогоднее видео, кто смотрел, помнит наверняка, как это будет. То есть это вот такой хит нашего участка. Очень красивое растение. Меняет цвет, просто очень интересно наблюдать. Каждое утро просыпаешься, и цвет понемножку другой. И переходит вот от абсолютно белого до темно-красного. Я надеюсь, мы это увидим. А сейчас давайте посмотрим наших любимцев. Это у нас Кузьма, хозяйки Людмилы. Очень красивый котик. А это у нас Федор, хозяйки Любови Губиной, который намекает, что пусто в мисочке. А это у нас Фродо, хозяева Алекс и Елена, который говорит: а это я, говорит, на картинке-то. Это у нас Кузя, хозяйки Маргариты. А вот это собственное кресло Масяни, хозяина Андрея. Это у нас Миши, он живет в Уругвае. И у Миши есть друг Ксукса. Вот они вместе в Уругвае, у Розарио живут. А это у нас Мия, хозяйки Валентины Чернышовой. Помимо Мия есть еще и Муся. Вот они вместе там и живут. Найденыши. А вот это Степа и Черныш, хозяйки Тамары. Очень милая парочка. А вот это пес Макс, хозяйки Марии. Усыновленный, конечно. А сейчас о тех, кого помним и любим, и кого, к сожалению, с нами нет. О Тишке помнит Алена Сахарова. На этом 15-й альбом закончился, а мы с вами смотрим дальше на вот этих лебедей, которые для вида щиплют травку. Почему для вида? Потому что, естественно, поднимутся на террасу, начнут вымогать горошки.
Не знаю, что у них там в составе. Я состав внимательно смотрел, проверял. Ну, зерновые и, так сказать, морепродукты. Ничего особенного. Но, начиная от рыб, кончая лебедями, все. А за эти горошки просто давятся. Я надеюсь, что я вас не очень утомил своими рассуждениями про рекламу, но я бы хотел, чтобы эта тема не возникала у меня на канале. Реклама была, есть и будет. Отключать рекламу я не буду. Так что вот это небольшая плата за возможность. Не мне плата, а плата великолепным людям из компании Google, которые придумали YouTube. Чтобы мы все могли им пользоваться. Чтобы я получал удовольствие, делая свои ролики. Чтобы вы получали удовольствие при их просмотре. Чтобы была вот такая прекрасная возможность у нас с вами. На этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Включите уведомления. И успехов вам!